Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с Юрием Дудкиным. Он на связи. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Рад вас видеть. Взаимно, Юрий Анатольевич. Начать наш разговор я предлагаю никогда не было, и вот опять, да? Очередная делегация в очередном очень увлекательном составе, увлекательно воспринимаемом составе отправляется в Америку для того, чтобы решить важные вопросы. Значит, всю неделю вот уходящую ждали Кушнера и Уиткофа в Москве, но как-то как ждали? Ну, в общем, планировали, но, в общем, ничего не срослось. Но вместо этого мы видим Зеленского, который опять рассказывает про гарантии и, внимание, процветание Украины за 800 миллиардов, которая после войны как бы обломится. Западная пресса пишет о том, что вступит в ЕС Украина, ну и так далее, и так далее. То есть сразу набрасывается нам какая-то, на фоне ужасной ситуации в Украине, какая-то перспектива. И вот мы видим, едет Буданов и два гражданина Америки. Дэвид Браун, он же Давид Арахамия, и Умеров, который и так там просиживал достаточно долго, и вот в очередной раз едет. Как вы думаете, на текущем этапе, достаточно остром этапе для Украины, что означает вот эта конкретная поездка? Ничего не означает. Ребятки решают круг своих личных вопросов. Я уверяю вас, что и после этой встречи будут еще и последующие встречи. Ситуация по Украине не изменится. Я бы даже стал больше обращать внимание на то, насколько вот вы упомянули, да, визит Кушнера и Уиткофа, предстоящий якобы визит в Москву, с какой прохладцей это восприняли в Кремле. Значит, пресс-секретарь президента Путина Песков, ну, как-то даже комментировать не хочет подобные новости, если они таковыми являются, конечно. Хотя это уже не новости. А в связи с чем это такая прохладная ситуация? Вот каждый, наверное, задаст себе вопрос. Но это очевидно потому, что сам господин Трамп слетел с катушек в самом начале года. И это повлекло определенные последствия не только в России, но и в Европе. Там действительно немного даже с какой-то долей неожиданности, что ли, восприняли все действия Трампа. Особенно, кстати, что касается Гренландии. Вот в чем дело. То, что грубейшим образом было нарушено международное право, похищен был президент суверенной страны, осуществлена блокада Венесуэлы, военная блокада. Об экономической вообще молчу. Вот. Это даже не столько повлияло на европейских лидеров, да, там всегда, как говорится, в Европе, особенно в Западной Европе, были сателлитами, они всегда были сателлитами Соединенных Штатов. Но когда Трамп в своем политическом бреду изъявил желание аннексировать Гренландию, тут даже уже начали говорить о том, что попахивает развалом НАТО и Евросоюза. А это никак не входит в планы на сегодняшний день, в планы Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен, ну, как бы она не осуждает, конечно, это, от нее этого не дождешься. Но она настолько... Вы посмотрите на ее выражение лица, когда она об этом говорит. Она либо не хочет об этом вообще говорить, когда журналисты ее спрашивают, либо настолько уклоняется от прямых ответов, что становится понятным, что это ей неприятно. Посмотрите на того же Макрона, президента Франции. Он в откровенном виде, так сказать, говорит, что мы не допустим развала блока НАТО. То есть даже если Соединенные Штаты осуществят подобную акцию и выйдут из НАТО,
Уже в Европе об этом говорят, что США может выйти из НАТО. То Франция, Великобритания, Германия сохранят блок. Даже в том виде, в котором он будет. Но в таком случае напрашивается вопрос, а на какие шиши вы будете содержать его? На какие шиши вы будете проводить вот эти многомиллионные по стоимости маневры НАТО в Северной Атлантике, на Балтике, на сухопутных границах НАТО? За какие шиши вы будете шиковать и демонстрировать свою мощь? Это нереально. Без Соединенных Штатов НАТО не может существовать. 2/3 бюджета, так сказать, НАТО – это деньги Соединенных Штатов. Так вот, давайте ближе к нашему, так сказать, двору. Вот эти ребятки, да, которых вы упомянули, два гражданина, правильно вы сказали, Соединенных Штатов и террорист Буданов. Буданов вообще, я вам скажу честно, очень хорошо вписался в коллектив Зеленского. Очень хорошо. Я так даже полагаю, что Буданов человек Ермака, хотя он это отрицает, как и министр обороны, вновь назначенный. Это все креатуры Ермака. Господин Ермак, он по-прежнему, так сказать, в рабочем состоянии, его никто не собирается убирать и отстранять. Это даже знают в Соединенных Штатах. Вот. Но то, что они сделали, да, там якобы приоткрыли корку этого нарыва коррупционного, ну, он как бы возымел сиюминутный успех, но до конца вскрывать нарыв-то Штатам невыгодно. Потому как там опять поплывет Байден-младший, вот, и так далее, и тому подобное. И многие другие сенаторы и конгрессмены, которые питались из рук Зеленского, вот, приезжая в Киев, якобы с какой-то миссией. А на самом деле они увозили из Киева деньги. Ну, не в прямом смысле слова, конечно, но по договорничку. Вот, поэтому вот я от этого визита вообще ничего не ожидаю, а украинцы тем более. Вот я все чаще и чаще сегодня обращаюсь к моим соотечественникам, находящимся на территории Украины. Вот. И как бы это пафосно ни звучало, да, вот я всегда преломляю все события, которые происходят сегодня и в высшем руководстве Украины, хоть и незаконном, и в международной ситуации, на то, о чем думают сегодня украинцы, вот глядя вот на это все. Разве они думают о том, что тот же диджей Браун или Буданов будут способствовать миру на Украине? Да нет, конечно. Нет, конечно. Они будут выкручиваться перед Трампом сегодня. Трампу важно получить, ну, уже не из рук этой Марии Мачадо, вот, а уже непосредственно из Нобелевского комитета очередную Нобелевскую премию за мир на Украине, которую якобы он там установит. Ему это важно, Трампу. Но этим ребятам как бы надо все больше и больше тянуть кота за одно место, за хвост. А для того, чтобы, так сказать, процесс обогащения, он был непрерывным. Вот для них это главное. И украинцы прекрасно это уже понимают. Прекрасно понимают также, что новое шоу, которое устраивает Тимошенко, а опять же, это шоу Тимошенко, ну просто такие, сами того не хотя, устраивают в аппарате Зеленского. Вот, они хотели бы, ну, если бы они хотели, конечно, профессионально убрать Тимошенко из политического Олимпа, арены политической, это можно было бы сделать гораздо тише, и она бы даже не вякнула
но ей предоставляют трибуну в антикоррупционном суде. И она думает по-прежнему, как и эти кретины, которые едут в Вашингтон, что ее услышат рядовые украинцы. И сейчас выйдут за нее там стоять где-то там на Грушевского или еще где-то. Ну, не выйдут, уверяю вас. Вот те, кто живут в Киеве и в других городах украинских, они на этот спектакль уже давным-давно не покупают билеты. Спектакль должен закончиться. И с Будановым, и с Тимошенко, и с Порошенко, кстати. Тот тоже еще себя тешит надеждой, что он еще будет будущим президентом. А его женушка, я, кстати, Александр, к своему стыду только недавно узнал, что Марина Порошенко является депутатом Киеврады. Да. Я честно говоря, но почему я об этом узнал? Она пролезла как-то каким-то образом, или слили эту информацию, видео это в Ютубе, где она призывает отселять те дома, которые сегодня не запитаны на тепло. То есть, или порваны магистрали. Вот. Она, значит, ратует за то, чтобы этих жильцов отселять. Ну, наверное, туда, в Кончу-Заспу, в этот замок, который построил Порошенко, похожий на Белый дом. Она это имеет, наверное, в виду. Она ведь женщина благородных кровей. Вот. Ну, не знаю. Кто бы мог поверить вот в эти бредни этих бывших, несостоявшихся людей. Они состоялись только, как говорит Наталья Влащенко, есть такая журналисточка украинская, как успешные люди. Вот они состоялись, да, на всех всевозможных махинациях, которые они разрабатывали, воровстве, подлогах и так далее и тому подобное. В этом они состоят. Но для украинского народа за 30 лет, находясь во власти, я имею в виду Порошенко и Тимошенко, эти люди вообще не состоялись. То есть вот они как были актерами. Я, кстати, тоже их называю актерами, причем неплохими. Особенно Юлия Владимировна. Ей надо, наверное, точно присвоить звание народной артистки Украины. Без выхода даже на театральные подмостки. Это артистка просто от Бога, талант такой имеет, артистический. Особенно, когда ее выкатывали на Майдан в этой инвалидной коляске в туфлях Лабутен. Понимаете? Выяснилось, что она получила за эти преследования от Януковича $4 миллиона. Так-то. Вот. На секундочку. Да, на секундочку, да. Понимаете, и вот украинский народ, который еще остался, ну, говорит Кличко, что в Киеве осталось 3 миллиона. Что-то я сомневаюсь, что в Киеве 3 миллиона. Очень сомневаюсь. Мои родные, которые находятся в Киеве, говорят, что улицы пусты. Вот. И даже уже нет даже женщин, детей, которые ходили, когда-то гуляли по паркам. Киев очень пуст, а другие города тем более. Так вот, я не знаю, на что надеются эти люди, не знаю. У меня такое прочное сложилось мнение, что там уже нужно вызывать психиатров. То есть это уже не подлежит лечению. То, что они себе устроили где-нибудь за кордоном теплые гнездышки, в этом я тоже не сомневаюсь. Вот. Но они продолжают еще вот этот спектакль на многострадальной украинской земле под ежедневными обстрелами, подчеркиваю. Вот Юлия Владимировна, выступая, да, даже не предполагает, что чувствуют люди, которые находятся под ракетными обстрелами. Она-то живет в районе, где ни одна еще ракета, ни один беспилотник не упали. Там нет смысла ничего обстреливать, потому что не представляет стратегического значения регион Конча-Заспа. Вот. А остальные районы, где есть заводы, где есть какие-то научные центры и так далее, это представляет интерес для Российской Федерации. А рядом с этими домами, заводами
находится жилой сектор, где люди так или иначе страдают от этих обстрелов ежедневных. Ну, я уже не говорю об энергетике. Юрий Об Анатольевич, энергетике. давайте как бы я уточню по поводу вашего отношения к событиям вокруг Тимошенко, ну, чтобы уже Да. не возвращаться к этому моменту. Ну, ходит же вот эта шутка, что перед переворотом в Украине есть такая народная украинская забава, надо Тимошенко сажать. Сказать, что ее там посадят, ну, вряд ли, конечно, да, все Да. прекрасно понимают, все видят это все, как там Скороход, Тимошенко. Вообще, конечно, тоже интересная история, совпадение какое-то странное. Дубинскому выписали залог 33 миллиона, Шуфрич 33 миллиона, И Тимошенко Тимошенко. Да. 33 миллиона. Как вы помните, 33 коровы, Да. была такая детская песенка, понимаете? Странная какая-то. Видно, что это какая-то история разыгранная. Вот прям видно. Да Да. и то, Да. что Да. говорит Тимошенко, простите, пожалуйста, ну она как упор какой делает политический. Она делает это профессионально, я согласен, с точки зрения трибуна, с точки зрения оратора, но, кажется, она уже там забрела за вот эти буйки, за которые не забредала раньше. Она говорит, фактически фашистский режим через 5 лет Украины не будет. Эксперимент над Украиной ставят по уничтожению суверенитета. В общем, пошла старушка, и ух как вжарила. А то ли еще будет? Ну, наверное. Там решение суда так себе, носить браслет или 50 миллионов просили, ну 33 оставили, заплатить, браслет снимут, ограничить ее передвижение и, внимание, не общаться с длиннющим списком депутатов. Неужели это все постановка? Или с чем связан ваш скепсис? Дело в том, что ей еще запретили 66 депутатами встречаться. Но она имеет мандат народного депутата и регулярно должна быть в Верховной Раде. Как соблюсти эту судебную постанову, я не понимаю. Как с этими людьми не встречаться в Верховной Раде? Там уж не такая большая площадь этого зала, этих кулуаров и так далее. То есть, действительно, это все как-то подозрительно. Очень подозрительное решение. Ну и потом, скажем так, с нее браслет не снимут, Александр, даже если она заплатит. А она заплатит эти миллионы. 100% заплатит. Скажет, что тетка Ульяхина ее из Днепропетровска, из Пельменной эти деньги достала и заплатила. Ну, мы же знаем, как она раньше оправдывалась, откуда у нее бронированный Мерседес и 2 дома дочери и ее в элитном районе Киева. Вот. Здесь тоже она найдет свой ответ, как говорится, достойный ответ. Но, как вам сказать, вот я даже не знаю, на что она рассчитывает. Вот честно скажу, я не знаю. Я просчитывал, так сказать, разные варианты. Если она считает Украину фашистским государством, что, впрочем, кстати, не так уж расходится с моим личным убеждением, то почему она была в этой фашистской стране депутатом и голосовала совместно с правящей партией, фашистской, как она выражается, за решение об обнулении прав НАБУ и других антикоррупционных органов? Ей тогда это было выгодно. Союз с фашистами. Понимаете? А сегодня, когда ее взяли за одно мохнатое место, она говорит о том, что это фашистская страна. Так что ж ты раньше об этом не заявляла? Почему ты не ушла в подполье, не сдала этот мандат, как сдавали мандаты социал-демократы в Германии 1933 года? Потому что в Рейхстаг с 1933 года по 1945 выборы не проводились. То же самое, как сегодня в Украине. Все то же самое. Но социал-демократы, я уже не говорю о коммунистах Германии, в тот период времени ушли добровольно из парламента. Не захотели быть с фашистами в одном зале. Почему ж ты находилась в этом зале? Ну, для
адекватных украинцев, я думаю, это понятно. Человек конъюнктуры, актриса на политическом театре украинском. Но она права в одном, что действительно Украины не будет в том виде, в котором она сегодня существует. Ее точно не будет. Какой это период времени? Ну, этого никто не знает. Я думаю, это Господь Бог только знает. Ну, Тимошенко дает 5 лет, но тем не менее, все-таки насколько это много, насколько это мало. Ситуация с Тимошенко понятна, да, то есть, ну она же вскрывает очень такой едкий и, ну, такой запах перегоревшего провода, да, то есть замыкание происходит короткое в парламенте. Парламент перестает быть центром силы. Единственный легитимный орган, который признает противник Российская Федерация, ведь давайте будем откровенны, то есть Зеленского уже не признают, а парламент как бы признают, да? А он сейчас из себя представляет, ну, если верить опять нардепам, да, которые говорят, называют эту цифру, короче, их там и так немного осталось, а 20 из них заряжены под набу. Заряжены, то есть конкретно они чем-то провинились и работают, ну, в общем, помогают им, ну, провокаторами работают. Исходя из этого, развал коалиции, переформат должен быть жесткий, ну и в принципе осыпается вот эта ветвь власти, и вот этот момент, который вы, ну, как бы 66 депутатов, смотрите, тут же как еще? Это впервые судебная власть, судебная, ограничивает законодательную. Ну, с точки зрения государства и права это нонсенс, это Конечно. просто что-то неимоверное. Да. То есть вот, знаете, плыли и приплыли. Но это для людей, которые думают ветвями власти, какой-то там апеллируют к праву, к пониманию закона, законности. Но этого всего уже в Украине не стало. Я хочу с вами обсудить, ну вот, дальнейшие как бы шаги по демонтажу. Ведь этот демонтаж, кажется, происходит руками тех же западных партнеров. То есть таким образом, вот эта ситуация, которая сейчас есть по демонтажу украинской власти, ну это прямо делает конкретно Запад. Какие-то силы на Западе. Им это выгодно. Ради чего, как вам кажется? Ну, чем глубже дестабилизация внутри Украины, тем для них это выгоднее. Вы правильно сказали. Если бы та же Тимошенко, да, была более прогрессивной, вообще, знаете, вот говорить такие вещи, Тимошенко, прогресс, я что-то даже меня аж передернуло от слов, которые я сам произнес. Человек был дважды премьер-министром Украины. Дважды. У нее были такие потенциальные возможности, при том, что Украина в тот период времени далеко была от войны, как мы сегодня с вами от Монголии, а на огромном расстоянии. Вот. И политически, и экономически государство можно было менять. Премьер-министр Украины – это колоссальная фигура. Это колоссальная фигура. И эта дамочка использовала свою власть, данную ей народом, в корыстных целях. То есть для своего политического роста, не более того, путем громких заявлений, демаршей в отношении президентов Украины. Я сейчас о них не буду вообще говорить. Но человек был премьер-министром. А до этого она возглавляла, это ж плоть от плоти, понимаете, продукт Павла Ивановича Лазаренко, тоже бывшего премьер-министра Украины. Вот он своими собственными руками создал эту дамочку, да, и научил ее тому, что не умеет ни один политик на Украине. Выстраивать схемы, коррупционные схемы на украинском газе и природных ресурсах Украины.
Вот это, в этом она мастер, понимаете? Так вот, говоря о том, что сегодня представляет украинское государство вот с такими вот политиками, как Тимошенко, о Зеленском мне вообще говорить не хочется, потому что это не политик. Он только числится политиком, ну, как бы исполняющий роль президента. Он таким был и таким остается. Даже при том, что его избирали 73% избирателей Украины. Он играет роль. Все играют роль, понимаете, на сегодняшний день. Никто, не жалея живота своего, хочет постоять за Украину, отказаться от внешнего влияния и начать какие-то глубокие, глубинные процессы. Во-первых, движение к миру, а для этого нужно найти контакт с Кремлем, то есть получить какие-то гарантии от того, что там, в Белокаменной, захотят с ними разговаривать. С теми, кто придет, как говорится, в чувство и поймет, наконец, не просто на словах, а на деле. Ну, пусть даже через 5 лет, что такой страны не будет на карте политической. Вот они об этом не думают, уверяю вас. Все эти вояжи зарубежные и так далее. Ну, Зеленский, как я уже говорил не раз, он большую часть времени проживает в Европе уже. Вот. То есть президент страны, даже если бы он сидел в бункере, бог с ним, жизнь президента – это святое, как говорится, пусть даже незаконного. Но он в Европе живет. Он прекрасно понимает, что ни один бункер на территории Украины, если примут какое-то кардинальное решение в отношении его в Кремле, не спасет его. Поэтому он мотается по Европе из одной страны в другую. Вот. Больше, конечно, находясь в Великобритании. Но факт в другом, что они на стороне войны. Вот им уже дали по мозгам, причем серьезно дали. В столице полный коллапс, развал. Причем развал всего. Ну, что такое нет энергетики в городе-миллионнике? Это при таких холодах, я повторяю, что сегодня в Киеве уже закрываются супермаркеты. Продовольственные супермаркеты закрываются. Потому что понятно почему. Холодильные установки, они работают от электричества. Его нет. Я боюсь, что вскоре в столице будет отключен полностью газ. Это еще более страшная вещь. Вот этими вопросами нужно заниматься. А они ездят за кордон, во-первых, за деньгами, потому что любые деньги, если их прикарманить, можно списать на войну в любом количестве. Что, в принципе, им прекрасно удавалось все это время, на 4-м году войны. А во-вторых, во всяком случае, Зеленский заинтересован в том, чтобы оттянуть время с желанием Трампа получить очередную Нобелевскую премию. Понравится ли это Трампу или даже тому же Уиткофу, который не на государственной должности, мне сомнительно. Понравится ли это Джей Ди Венсу, вполне потенциальному претенденту на будущих президентских выборах в США? Сомнительно. А, как говорится, железо нужно ковать сегодня уже, выстраивать отношения со Штатами на будущее. А Зеленский, конечно, в этом понятия не имеет. У него сегодня день до вечера, и то хорошо, если он прожил. Так вы Он о понимаете, что будущем никто понятия не имеет. вообще никто Вот понятия не имеет. сегодня Да. такое на самом деле, вот кто скажет, это там, ну, какая-то ерунда, ничего не значащая. Нет, ребята, это прям сегодня Это событие. серьезно, это серьезно. Французская сторона, Франция, конкретно сливает запись видео 10 мая.
10 мая, я напомню, прошлого года был слет в Киеве, вот это вот поцелуй Макрона, коалиция желающих, Стармер Мерц, вот эти, помните, ложечки они прятали, какие-то порошочки или какие-то там салфеточки, вот это вот все. Значит, и показывают, спустя столько месяцев, показывают, как они звонили Трампу. Из разговора, ну, это просто какой-то, ну, это нонсенс, понимаете? Все же думают как, вот делается большая политика, Зеленский с умным видом, Макрон, ядерная держава, да, там, Германия, это же просто что-то с чем-то, то есть это локомотив до недавно, вообще там Европы, двигатель. Это просто какой-то ужас. Значит, опубликовывают видео, значит, Макрон, Мерц, Туск и Стармер тогда по итогам выкатили ультиматум. Говорят, 30 дней перемирия, Путин, или новые санкции. Но мы помним это решительно, вот это вот все. Как все дело было? Макрон звонит, здрасте, там, у вас утро, у нас вечер, та-та-та, там, туда-сюда. Давайте, мол, есть у вас 2 минуты поговорить с Зеленским? Тут спрашивают, готов у Макрона, Зеленский? Он говорит, Макрон готов на 30-дневное перемирие. Принял предложение? Принял. О, отлично, Нобелевская премия, Макрон, ты лучший. Потом Зеленский вступает в разговор, мы согласны, но если россияне откажутся, нужно ввести санкции, усилить давление. Трамп говорит, они согласятся, у нас с ними все хорошо. В общем, не переживай, думаю, все будет нормально. Нигде Трамп не поддерживает санкции против России. Нигде. Сам разговор, как вот походя, то есть мимоходом, вот это вот все, абсолютно полностью опровергает вот эти все слова и о том, как это происходит в кулуарах между коалицией и желающим. Он живет вообще в своей логике, у него, Нобелевская премия, отлично, Макрон, замечательно, давай. После этого, просто мы напомним, да, санкции от Трампа не последовало, давление на Россию не последовало. Была ключевая переброска истории, что давайте включайтесь в двухсторонний формат переговоров, и, внимание, вынужденно из-под палки Зеленский пошел на Стамбул. Вот это возвращение летнее, весеннее-летнее. Потом этот Стамбул ни к чему не пришел, и вот мы сейчас имеем следующую итерацию. О чем говорит этот случай? О том, что нет проработки, нет никаких больших разговоров и договоренностей, нет ничего. Он плюет, он свысока, он с этим Макроном. То есть, но почему-то та сторона французская опубликовала сейчас эту запись. Как вы думаете, почему? Да бог его знает. Я, честно говоря, даже не могу предположить, почему. Ну, очевидно. Укусить Трампа, конечно. Укусить Трампа, это да, это 100%. Вот. И, наверное, это самый главный повод. Ну, а во-вторых, тоже немного подстегнуть Зеленского, что, мол, смотри, парень, сейчас Соединенные Штаты не сегодня-завтра откажутся полностью тебя поддерживать и финансово, и в военном отношении, то это все будет зависеть только от нас. Вот. Ну, своего рода такой стимул, да. Стимул – это такой, знаете, пика такая, которая в Древней Греции погоняли быков этой пикой. Вот это называлось стимулом. Это я так немножко удаляюсь в прошлое. Так вот, Европа вот этот изыскивает каждый раз новый стимул, как Зеленского держать в узде, грубо говоря, чтобы он не зарывался-то особо. Вот. И во всяком случае был в постоянном контакте с Европой, а не играл по своему сценарию и по сценарию Вашингтона. Потому как между Вашингтоном и Брюсселем на сегодняшний день колоссальное разногласие. Я сейчас перечислять их не буду. Их порядка 5-6 этих разногласий. Большие очень разногласия. И, конечно, коль уж Трамп перенаправил Украину в лоно Евросоюза, мол, занимайтесь этим мальчиком, а у меня есть поважнее дела,
И у Трампа действительно очень важные дела на перспективу. Это промежуточные выборы в США. Он хочет их выиграть. Причем выиграть не просто там какими-то единичными победами, а выиграть массированно. То есть, чтобы это звенело просто в ушах американцев. Как Трамп выиграл промежуточные выборы. И для него это очень важно. И он делает в первую очередь упор на решение проблем не внутри страны, а на внешнем периметре. Вот чтобы действительно вот эта великость Америки прозвучала на весь мир. В первую очередь увеличение территорий Соединенных Штатов. Ну, здесь, конечно, я имею в виду речь о Гренландии. Влияние на европейский континент. Вот. Это для него очень важно. А в Европе, конечно, тоже преследуют свои цели. Во-первых, никто не отказывался еще, во всяком случае, не делал таких заявлений о прекращении этой идеологемы на нанесение стратегического поражения России. Да, они, конечно, после демонстрации Орешника, очередной демонстрации, немножко так прижали ушки. Вот. Но, тем не менее, на сегодняшний день, хоть и выражение многих, что Россия является европейским государством, и с ней нужно вести диалог и разговаривать с Россией, уже прозвучали, но в Европе по-прежнему считают, что Европа должна, наконец, обрести свою былую силу и наращивать эту военную силу. Вот. Что касается для Украины в этой области, ее роли, ну, они считают, что это испытательный полигон. Вот Макрон не зря ведь заговорил о том, что Франции, в частности, нужно задуматься над тем, чтобы создать свой орешник. Это прозвучало из его уст. А испытывать этот орешник, если он будет, я сомневаюсь в этом, ну, в ближайшие 10 лет так это точно. А испытывать они будут его на Украине. Ну, или хотя бы, если за это время война на Украине окончится, на других территориях, может быть, где-нибудь там во французской Полинезии, кто его знает. Поэтому я думаю, что вот эти вот доставания скелетов из шкафа, чем занимаются во Франции, ну, это своего рода очередные такие, знаете, приемы. Все, как говорится, самое новое – это хорошо забытое старое. Вот. Ранее тоже неоднократно применяли эти приемы против тех, ну, кто как бы не желал подчиняться большинству. Вот. А кто был в меньшинстве, тех просто убирали, причем физически убирали. Ну, вспомним того же даже Каддафи, который все сделал для того, чтобы Николя Саркози был президентом Франции. И как Франция отплатила Николя Саркози, в частности, Муаммару Каддафи. Вот. Я боюсь, как бы роль Каддафи не исполнил Зеленский, чтобы его такая участь не постигла. Не упаси Господь. Вы же видите, как все сейчас происходит, каким образом. Пресса пишет, например, азиатская, о том, что Китай отрабатывает спецоперацию, похожую на американскую по Мадуро, против Тайваня. Ну, например, там верхушку брать и украсть. От американцев заявление вообще сумасбродное. Дания маленькая страна, не способна защитить никого, поэтому Гренландия лучше к нам. Это вообще то, что устроили европейцы по поводу Гренландии, там отправляют по одному военному, по 2, по 10, то есть какой-то цирк. Крозетта из Италии вообще просто куром насмех говорит это все, поднял жесточайшей критике подверг и поднял этот вопрос и говорит, никого мы не будем отправлять, что это за позорище. Ну, опозорились фактически. Тут другой момент, вот так про орешник, а орешником не стреляют, представляете?
уже Зеленский, причем дважды Зеленский выходил и говорил, будет комбинированный большой обстрел, и он случался. Тяжелейшие на самом деле удары. Сейчас точечно бьют по Харькову, там прилетало еще в других городах, по Киевской области были удары по инфраструктуре. Складывается впечатление, что Россия держит на мушке окончательное, скажем так, отключение света и, ну, да, вот, гуманитарную ситуацию в Украине. Обстрела Орешником не последовало, хотя прошлую ночь и позапрошлую ночь все об этом турбили, что будет, да, этот обстрел. Причем предрекали, что вполне вероятно теперь уже с боевой частью. Некоторые говорили, что это вполне себе возможно и по центрам принятия решений, то есть конкретно по Зеленскому, по бункерам, по каким-то политикам, генералитету, ну, в общем, по каким-то людям. Но видим пауза, да, россияне держат паузу. Вместе с тем все забыли о фронте. Вот Орешник как бы, типа он как бы есть, держим в уме, но о фронте все забыли. О продвижениях возле Запорожья, ситуация вокруг Славяногорска, ситуация в Харьковской области. Поразительно. Я вот хочу к фронту перейти, да, и Белоусов, министр обороны России, приезжает в направление Запад, и ему докладывают картину Купянска, что ВСУ пытаются накатывать и как бы их отбрасывают. То есть Купянск остается за Россией. Хотя у нас там и флаги вешали, вы видели вот эти флаговтыки, вы видели, что там рисуют на картах, что это там чуть ли не успешная контрнаступательная операция, и город там наполовину или там большая его половина под ВСУ. Бросают и бросают новые и новые резервы. Как оцениваете фронт, который, кажется, в момент вот этих всех, ну, дрязг и передряг, он вообще как-то ушел с повестки дня. А ведь это самое опасное состояние, когда о ситуации на фронте никто не знает. Одна маленькая деталь, с вашего позволения, такая техническая, мелкая. Начинают показывать российские беспилотники, как они летят, ныряют туда под мост, да, а мосты заминированы в тылах. На случай, если придется отступать, надо подрывать мост, чтобы усложнить наступающей стороне. Ну, такая наука, да. А они вот это опускают, дрон, подрывают, мины детонируют, только что заминировано, мост разрушен. И получается, это уже проблема для отступающих, которые должны, ну, маневром, если в случае опасности, должны, в общем, перебивается логистика, и это абсолютно меняет характер войны. Вот сейчас, получается, мосты минировать не надо, а они ж уже заминированы, их надо разминировать. Короче, вводит абсолютный дисбаланс. Но это с точки зрения карт, как Чапаев и картошка, да, вот это с точки зрения сил, с точки зрения стратегии и тактик на поле боя. Ну а в целом, видите, фронт никого не заботит. Почему? Ну, он не заботит украинскую сторону. Это понятно почему. Потому что там нехватка всего. Я, так сказать, напомню нашим зрителям, что за 2 недели января, это по данным Генерального штаба Российской Федерации, российскими войсками освобождено за 2 недели 10 населенных пунктов по всему фронту, если брать, общей площадью 300 квадратных километров за 2 недели. Это при том, что Россия очень сильно экономит свои внутренние резервы на этой войне. Ну, так, мягко выражаясь. Нет, как говорится, только в этом смысле экономии на средствах доставки, на обстрелах стратегических и энергетических объектов украинских. Но здесь Россия ежедневно использует от 600 до 800 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Это при том, что, скажем, в начале войны там ну, где-то до 100 всего лишь было запусков. И то не каждый день. На сегодняшний день ежедневные обстрелы Украины российскими ВКС производятся в штатном режиме, что называется.
Вот. А по фронту самому, там действительно в достаточном количестве существует тех войск, которые осуществляют вот это, в России сейчас есть такое выражение, ползучее наступление. Как раньше украинцы там при, по-моему, Залужном или даже еще раньше упоминали о так называемых жабьячих стрибках. Помните, такие были, такая тактика была разработана. Жабьячі стрибки. Мы звільняем нашу землю. То сегодня уже о них, конечно, речи не идет. Ну, дай Боже, ноги унести. А вот Российская Федерация, российские вооруженные силы, конечно, тактику ведения боя в таком составе на фронте, личного состава и вооружений, они, конечно, вот тактику ползучего наступления они используют и совершенствуют. И мне кажется, что в данном случае в ВСУ, в главкомате ВСУ, честно говоря, даже не знают, что с этим делать. Они отправляют людей на те вот самые контрнаступы, хотя это очень сложно назвать контрнаступлением, ну, какие-то мелкие разрозненные группы пытаются взять, еще раз говорю, не стратегическую инициативу, а овладеть конкретными опорными пунктами. Это вообще не имеет смысла даже. Овладеть каким-то конкретным опорным пунктом, он ничего не дает. Другое дело, если идет наступление по фронту, это уже из опыта Великой Отечественной войны, где участвуют там 100 тысяч личного состава. Это да, это имеет значение. Фронт либо хотят выпрямить, либо наоборот хотят, чтобы часть противника попала в окружение. На сегодняшний день Украина абсолютно бесцельно, без как-то какого-то конкретного, даже глядя на те результаты, что просачиваются в средства массовой информации, трудно понять, а с какой целью были атакованы вот эти опорные пункты, ранее потерянные, для того, чтобы их удерживать. Но это лишь только для того, чтобы потом в будущем, в недалеком будущем, эти же самые опорные пункты, если они там сиюминутно отбиты украинскими военными, они попали в окружение, опять же. Но это все на очень таком локальном уровне выглядит. Нет конкретного успеха у ВСУ на сегодняшний день ни на одном участке фронта. От севера до юга. От Харькова к Запорожью. Нет ни одного успеха значимого, чтобы было вот так вот бац, и это было видно. Как и нет, кстати, успеха у самого Зеленского. Вот эти его шарахания, мытарства вот эти, ну, конечно, иносказательно мытарство, он себя прекрасно чувствует. Он не мыкается, как киевляне в своей столице. Вот. А стратегии как таковой я тоже не вижу у ВСУ. Вот чего они хотят добиться этим? Вот я тут на днях послушал одного вашего гостя. Я его знаю давно. Еще на букву «С» фамилия у него. Еще с киевских эфиров. Но это же рафинированный идиот, понимаете? Когда он говорит, что никакого Купянска сдано не было, и там находятся ВСУшники, послушайте, ну, а в каких тогда городах Владимир Соловьев гуляет в центре? Там тоже находится все под контролем ВСУ. А он ежедневно снимает, ну, называйте его как хотите, кремлевский пропагандист. Я считаю его высочайшим профессионалом в журналистике. Так вот он, как говорится, демонстрирует это всему миру, а в мире его знают. И в том лагере, и в этом лагере. И враги, и недруги. Он гуляет в центре этих городов, которые были освобождены российской армией, с его слов. И он гуляет там. Так где же те доблестные вооруженные силы Украины, которые позволяют ему это делать? Ну, в общем, такое себе, знаете.
Как вы прокомментируете, Юрий Анатольевич, назначение Федорова на позицию министра обороны? Все такие прям ожидания испытывают. В СЗЧ победить. Да, вы читали, да, его программу? Конечно, СЗЧ победить, найти вот этих 2 миллиона мужчин, которые, чтобы могли через резерв плюс стать на учет. Бутусов растекается прям как мороженка, понимаете, говорит, знаете, какая главная проблема? Что Федоров, ну, в общем, проблема самая главная, что он всего лишь министр обороны, а не верховный главнокомандующий. То есть, ну, это что-то потрясающее. Вот это крыло вот этих, скажем так, грантоедов, там, кормившихся когда-то с USAID, они вот прям вот сейчас вот что-то начнется. Роботы будут штурмовать посадки, в общем, все по справедливости, начинают говорить о том, что ТЦК теперь будет нормально себя вести, Юрий Анатольевич, нормально, рекрутинг победить. У меня подписчики шутят, а рекрутинг это чего? Это пойти на улице поймать и скрутить? То есть тогда это не рекрутинг, это какой-то скрутинг получается. Просто же ужас, что происходит на этой ниве в городах на фоне... Ну, опять-таки, люди все связывают и правильно делают. То есть отключили свет, отключили тепло. Мужчины, которые там сидели и старались лишний раз не выходить, понятно, что они спускаются со своих квартир, выходят со своих домов, ищут там, да, ну, ищут, как выжить. А тут ТЦК с рейдами крутят, вертят. У каждого теперь газовый баллончик. Никто не стесняется запшикать женщину. Никто не стесняется оттолкнуть женщину. И то, что там как раз нахамить, там что-то. Нет, прям физически воздействовать. Женщины, там, мужчины постарше начинают там скопом пытаться отбивать этого все чаще и больше. А во Львове, между прочим, стреляли, вот тоже Львов, да, как одно с другим сочетается. Тут подняли на щит, на вымпел, на знамя вот эту уборщицу, дворника, которая гребла снег в тот момент, когда дрон, атаковавший Львов, его там рэбом сбили, отвели, и он упал рядом с памятником Бандере, да, и обломок отлетел к ней там, рядом с ней. Она так постояла, пошла дальше. Ей садовой звонит, BBC снимает о ней материал. 59 лет, 10 лет дворник, спрашивают, а вот чё они стреляли по Бандере? Говорит, что им от него нужно? Она говорит, не знаю, а от нас, от всех, что нужно? Вот мы сидим без света, ну, мол, россиянам. То есть у нас фактически появилась новая бабушка с огурцами, которая сбивает дроны на самом деле. Ну, с точки зрения пропаганды, ее там показали, ее поблагодарили. Сейчас вообще это тенденция, давай благодарить коммунальщиков, их не хватает. А тут задаешься вопросом, а чего их не хватает? Да потому что сгребают всех подряд. Пока там бабушка, так сказать, чистит снег во время атаки дрона возле памятника Бандере, в Одессе они там в рукопашную с товарищами, добровольными помощниками и ТЦКшниками. Эти же коммунальщики вступают в битвы. Уже до этого доходит, понимаете? Что может Федоров? И как вы оцениваете перспективы структурных изменений и вообще смысл его там нахождения? Ну, во-первых, давайте начнем опять же с того, кто это Федоров. Очень такая уж фигура, ранее не мелькавшая нигде. Отвечу. Воспитанник Ермака. Автор вот этой теории глобального развода российских бабушек на деньги. Айтишник профессиональный, который придумал эту схему колл-центров, которая работает на Россию, выкачивая оттуда миллиарды рублей в сутки. И эта схема работает, между прочим. Это надо отдать ему должное. Но будет ли он полноценным министром обороны? Ну, послушайте, я как человек, имеющий 2 высших военных образования, скажу вам точно. Человек может быть только министром, если у него министром обороны. Если он за свою жизнь имел хотя бы какое-то отношение к вооруженным силам. Гражданский человек не может быть полноценным министром обороны.
Он не имеет представления вообще о структуре вооруженных сил. А это надо себе четко представлять. Что из чего состоит, что из чего вытекает, и возможности этих структур. Он гражданский человек. Он не понимает вообще, о чем речь идет. Но он делает громкие заявления, да. Вот мы с вами вспомнили эту его программку. Ой, господи, 2 миллиона, да, говорите, хочет мобилизовать. Ну, хотеть не вредно, конечно. Вот. Но когда я буквально вчера услышал, что в Киеве ТЦКшники на автобусах, бусах этих заезжают на предприятия действующие, которые приносят реально в казну хоть какую-то пользу, в казну Украины, чтобы платить зарплаты там и так далее и тому подобное, социальные пособия гражданам Украины. Заезжают на это предприятие и там пакуют людей, которые стоят, ну, что называется, у станка или служащих, неважно. Прямо на предприятии, не на улице. То, простите меня, это как вообще можно назвать? Ну, это пятая колонна, которая подрывает экономику страны. Это не единичный случай, уверяю вас. И по моей информации, которую мне доложили, это сейчас сплошь и рядом. И особенно, кстати, практикуется, чего раньше не было, в западной части территории Украины. Вот там тоже это уже практикуется. Заезжают на предприятия, на какие-то фирмы и так далее и тому подобное. Всех поголовно пакуют в автобус. Даже не выдают повесток уже. Прямо сразу. Руки за спину и вперед. И пошел. А вторая еще интересная вещь, о которой тоже немаловажно упомянуть. Вот этот разгромленный МСЭК, который раньше был, выдавал удостоверение инвалидов определенным гражданам, которые имели на это право, кстати. А потом уже уличили членов этой комиссии в том, что они за определенную сумму долларов выдавали эти удостоверения кому не лень. У одной из служащих, это МСЭК, под матрасом нашли 300 тысяч долларов за промежуток времени определенный нахождения на этой должности. Так вот, мне очень интересно, а господин Федоров будет также паковать инвалидов, которые, во-первых, страдают тяжелой формой эпилепсии, и не имея каких-то конечностей, уже побывавших на фронте и так далее и тому подобное. А это уже есть. Эта схема уже опробована. Он ее будет совершенствовать или как? Ну, какие еще способы можно придумать, чтобы мобилизовать 2 миллиона в армию? Я не знаю. Вот, имея даже, еще раз говорю, высшее образование военное, я не знаю при таком колоссальном кризисе украинском, как мобилизовать еще 2 миллиона. Я был поражен, когда прошла информация о том, что в Киеве есть элитные ТЦК. Не знаю, Есть, видели да. вы это, нет? Но это Видел, просто видел, что-то с есть. чем-то. Да. Значит, ты платишь деньги, там есть такса, 7 тысяч долларов стоит тебя, там привозят в нормальное место, где тепло, кормят, нормальные там условия, на вот этой отстойнике, как Да, да, говорится, да, да. ТЦК. И ты там платишь 7 тысяч долларов, президентский полк, но там есть проблема, туда могут отправить в случае резкой, ну, нехватки Ухудшение ситуации, да. личного состава на передовой, могут на передовую сразу отправить. А так, в принципе, спокойно продаются места, где ты служишь с 2 выходными, находишься в Киеве или под Киевом, ночуешь дома. Ну, то есть ты можешь реально, как это нормальный считается, элитный ТЦК. И кто ты? Конечно, герой, ты же в вооруженных силах, но ты покупаешь себе эту тыловую должность. Понимаете? И на этом тоже как бы крутят деньги. Причем человек, который это рассказывает, он говорит, он под бронью.
у меня закончилась бронь, и вот там буквально 2-3 дня разницы до переоформления новой, они уже сразу как бы пасут. Сразу, ага, чуть ли не по адресу, чуть ли не шпионят, чуть ли не приходят и конкретно тебя на второй день, когда у тебя закончилась бронь, вот это тебя крутят. Или в Одессе, например, сажают в бус, катают тебя, пока $6000 не выбьют, душу не вытрясут, собственно, не отпустят. Правда, там кого-то, видимо, родственника чего-то, кого надо, родственника паковали, возили, поэтому это следующий Это день нога у кого надо нога, да. быстренько на следующий день. То есть, и вот с этой всей историей нам говорят о каких-то, не знаю, волшебных таблетках и рекрутинге, который вот сейчас на 4-м году войны, ну, 5-й скоро пойдет, да, вот он поможет. Какая-то Саша, странная я добавлю, потому что забуду. Вот эти вот, я упомянул, да, IT-войска, так называемые, которые ведут подрывную деятельность на территории России и выколачивают из бедных пенсионеров последние рубли, они тоже имеют бронь, понимаете? Вот мне буквально из первых уст об этом сказали. У нас, говорит, бронь пожизненная, пока существуют вот эти IT-войска, они будут под бронью. Это ребята, причем различного возраста, начиная от 18, даже младше, и заканчивая там 45 годами. У них бронь. Вот, то есть, кому, как говорится, война, а кому мать родна. И то, что эти рубли, которые они выкачивают из Украины, из России, простите, из российских граждан, 100% идут на обеспечение вооруженных сил Украины, у меня в этом, ну, очень большие сомнения. При тех существующих схемах, которые разработаны самим Федоровым, да, эти денежки, конечно, идут туда, куда надо. Кому надо идут туда. Вот 100%. Давайте о прогнозах, как бы о перспективах. Я же их не люблю, Саш. Ну, у вас всегда интересно получается, хоть вы и не любите эти прогнозы. Смотрите, сейчас, ну вот суббота, да, Харьков атаковали 7 баллистическими ракетами. Мы видим, как массированный комбинированный удар – это одно, удары баллистикой – это другое. Некоторые нардепы, есть там такой нардеп Кицак, активно комментирует все на украинской, ну, медиа-арене. Он говорит, что все может вообще прийти к тому, что Киев перестанет функционировать. Потому что убьют всю энергетику, добьют. Ну, правда, это ведь как бы на крючке сейчас, или как, на кнопке российские, а кнопка в Кремле. Вот эта вот история с энергетикой. И, ну, в общем, ситуация будет плачевная. Самый худший сценарий: до конца зимы полностью все генерирующие мощности разрушить. Как это, вот мы так вокруг да около, да, там, прибегая там к, опять-таки, эмоциональным оценкам страданий людей, что без этого невозможно. Старики сидят в этих квартирах, эти, в общем, ужас какой. Там даже Зеленский говорит: давайте там, если кто-то одинокий, помогите им. Но не будем комментировать, не будем в эмоции. Я хочу все-таки холодный расчет, военный расчет вот этого коллапса, кошмара и вот этой гуманитарной катастрофы. Внимание, столицы с вами обсудить. Харьков, Киев. Показывают там, люди записывают видео, говорит, у нас же был, ну и сейчас продолжается ужас в Харькове. А мы переехали в Киев для того, что харьковчане, для того, чтобы там бизнес какой-то, чего-то где-то, какое-то предприятие, там как-то крутиться, выживать. А сейчас они хотят назад. Но в Харькове лучше не стало с точки зрения обстрелов и безопасности. Близко, да, то есть граница. А в Киеве еще хуже, чем в Харькове, говорят харьковчане, которые переехали в Киев. Какие прогнозы вот на... Так Кличко ж видео опубликовал. Мы одну половину зимы типа прошли, сейчас будет вторая. А какая вторая? А еще весна холодная. Он это не считает? Ну, я скажу так, опять же, по своему образованию я историк, и в принципе аналогий в этом очень много.
Киев будут брать. Рано или поздно. Это, как говорят офицеры российской армии, высшие офицеры, это долг чести. Взять Киев. Ну, о Харькове, Днепропетровске тут уже и речи быть не может. Поэтому, прежде чем город взять, нужно привести все питательные механизмы для его обороны в непригодное состояние. Вот и все. То есть, это простая тактика, она опробована уже не в одной войне. То же самое было в годы Великой Отечественной войны. Примеры я приводить не буду, они печальные. Вот. И, как правило, еще раз говорю, хотим мы этого или не хотим, но в такой ситуации страдает мирное население. Больше всего, больше, чем военные даже. И не зря же можно по-разному относиться к российским военным. Они призывают и призывали покидать большие города. Ну, Кличко призывает покидать, потому что ему не хочется работать в сфере восстановления коммуникаций. Он прекрасно понимает, что, во-первых, это лишняя трата денег, причем даже в мирное время. Он уж не ахти каким мэром был, когда рвало все коммуникации еще с советского периода времени проложенные. А уж подавно и в военный период времени он не станет тратить деньги на то, чтобы киевлянам жилось как-то легче. Это его точка зрения. Удалять из города мирное население. А среди военных российских это действительно так. Потому как если начнутся уличные бои, какие были, например, в том же Мариуполе, то гражданское население будет страдать в первую очередь. И будут очень большие жертвы. Я этого не исключаю. Поэтому Киев будут брать. Я подчеркиваю это. Не завтра, не послезавтра, естественно. К этому Россия готовится. Может быть, как раз в тот период времени мы наконец узнаем, что на Украинском фронте численность вооруженных сил Российской Федерации возросла кратно в связи с тем, что будут блокировать крупные города украинские. Я тоже этого не исключаю. И, может быть, даже еще будет очередная на территории России частичная мобилизация. Это все находится в праве российского президента. Это от него зависит все. Вот. Но ситуация пока что остается в 2026 году плачевная. Что будут делать те, кто отвечает, хотя они уже не отвечают за Украину. Они не отвечают за Украину. Я имею в виду Зеленского и его комарилью. Вот. Там будет исполнена одна команда – драпать. Вот. Хотя, в принципе, уже сейчас все к этому готовят. Вот. А Путин, отвечая на вопрос журналистов, почему вы до сих пор не ударили по Верховной Раде, тем же Орешником, он говорит, ну зачем же разрушать красивые исторические здания. То есть будут бить, конечно, по Киеву с точки зрения объектов стратегического значения. Вот. А таковых, кстати, в Киеве, я имею в виду углубленных в землю, очень много. Мы просто не знаем о них. Особенно тех объектов, которые раньше работали на науку. Украинская наука была очень мощная в советский период времени. И существует очень много в Киеве углубленных помещений, в которых проводились всевозможные исследования. И вот они сегодня в ВСУ используются как скрытые объекты. Вот по ним тоже будут наносить удары. Все еще впереди. И причем не в самом, так сказать, радужном свете, к сожалению. Ну, тогда вообще непонятна вот эта стратегия затягивания, и ну, тогда надо договариваться как есть, и, собственно... Хэндехох?
Нет, не хендехох, а договариваться на том, что сейчас есть. Не там рассказывать о 20 пунктах, тянуть время о гарантиях. Вчера же Зеленский А, ты вы это имеете в виду? четко говорит, там, мы с американцами не на одной стороне. Да, и отправляет делегацию, с которой мы начинали. Тогда нужно ускорять этот процесс. Сейчас он там со всеми встречается, Залужными. Блумберг пишет, вот со своим конкурентом встретился. Там Стерненки, Притулы, Кубраковы. То есть вот он показывает, что вот я власть, я контролирую, я здесь, я могу. Но получается, что если мы вот в такой перспективе рассматриваем ситуацию, то нужно, наоборот, сейчас максимальные усилия приложить для того, чтобы самые главные гарантии безопасности получить от российской стороны, что они прекратят боевые действия и не будут их возобновлять. А уж никак не от Трампа или Европы или еще от кого. Получается, страшные выводы могут быть, и они напрашиваются. Может, к этому все и ведут, когда Шмыгаль говорит, так нет, мы укрытие строим, а на пленках Минтича, ой, денег жалко, да? Когда мы видим, как вообще, ну, какие решения энергосберегающие принимают. Давайте свет уличный прикрутим и такси запустим до пункта несокрушимости. Или, например, ты хочешь работать? Ну, типа бизнес. Так делай у себя пункт несокрушимости. И работай там хоть круглые сутки, к тебе люди будут ходить. А потому что ходить некуда, то ли у себя дома в промозглой обстановке вот этой сидеть, то ли там куда-то прийти. А там же можно что-то и продать параллельно. То есть абсолютно перестраивают вообще жизнь киевлян, Киев, а это столица. Может, и готовят таким образом к сдаче, когда, простите, но это только ленивый не заметил, да, то есть, чтобы договориться, чтобы не выключали условно свет, нужно не бить, в свою очередь, по танкерам российским, по российским, ну, приграничным городам, по ТЭЦ, по каким-то инфраструктурным объектам. Это же было воздушное перемирие, они же, ну, договаривались. А сейчас мы видим, дроны летят в разных количествах, побольше, поменьше, по России. Ну и, соответственно, как бы провоцируя отключение света в Украине на гораздо большей территории. Может, и в этом и есть задумка сегодняшней команды, если вот так развернуть очень резко, где-то конспирологически этот вопрос. Вы слишком хорошо думаете об этой команде. Я такой, напомню вам и нашим зрителям, тоже один очень показательный исторический факт. Когда есть даже хроника историческая, кинохроника по этому поводу, когда премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен возвратился в Лондон в 1938 году после подписания 4 государствами раздела Чехословакии. Помните, да? Называемое Мюнхенским сговором. И он, держа в руках вот этот листочек, размахивая им, сказал: «Я привез вам мир». Понимаете, какой ценой это все было сделано? Это уже к тому времени, когда Гитлер осуществил аншлюз Австрии. И 1938 год, Чехословакия, которая перестала существовать как самостоятельное государство. Вот какой ценой наступит мир на Украине. Когда уже фактически даже Европа согласится с тем, что сопротивление бесполезно. Во-первых, иссякнут ресурсы, многообещающие европейские, они уже иссякают. А во-вторых, некому будет отстаивать Украину через определенный промежуток времени. А непосредственно воевать, как сейчас идут многие разговоры о том, что контингенты какие-то там будут вводить и так далее. Ни черта они не будут вводить. Разговоры все это. Сотрясание воздуха. Потому что столкновение Европы с Россией – это полномасштабная Третья мировая война. Хотя, я считаю, она уже идет.
Вот что надо учитывать. Уроки истории. Юрий А они Дудкин. жестокие. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо вам, всего доброго. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Согласитесь или поспорьте, или оставьте свое мнение. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.